Этот человек обнаружил гигантскую касатку, но при более тщательном осмотре что-то показалось ему странным. В 2020 году человек по имени Джулиан Дангео оказался героем дня, когда рыболовная экспедиция чуть не вышла из-под контроля в Индонезии. Опытный дайвер присоединился к рыболовному судну, полному туристов, чтобы показать им кораллы и морскую жизнь у побережья Индонезии. Но в этот день, находясь в воде, Джулиан и туристы заметили нечто совершенно неожиданное. Это существо выглядело как какое-то огромное создание. Было очень странно, что это существо не уплывало, а оставалось на месте в воде. Будучи опытным дайвером, с любовью и любопытством к морским существам, Джулиан задался вопросом, что могло плавать так близко к лодке, поскольку обычно животные стараются держаться подальше от нее. Он решил прыгнуть в воду, чтобы выяснить, что это. Туристы были ошеломлены. Они не понимали, что делает Джулиан и как он мог просто прыгнуть в воду, не зная, какое животное было там. На самом деле, некоторые туристы думали, что видели большой плавник на этом существе и предупреждали Джулиана, что это может быть акула, но было слишком поздно, и туристы могли только ждать, чтобы узнать, что обнаружит Джулиан. Когда Джулиан приблизился к животному, он заметил, что это была касатка, и не маленькая. Кит был больше 4 метров в длину и очень большой. Хотя касатка, безусловно, не представляет такой угрозы, как кровожадные акулы, эти существа не те, с которыми хотелось бы находиться рядом. Они сильные, мощные, и хотя они известны тем, что не едят людей, они могут атаковать, если почувствуют угрозу. Но что сбивало Джулиана с толку, так это то, что касатка не уплывала. Когда он подплыл ближе, он понял почему. Бедное животное запуталось в рыболовной сети, которую использовали рыбаки на лодке. Дайвер знал, что должен что-то сделать, чтобы помочь застрявшему животному. После того, как он понял, в чем проблема, Джулиану предстояло придумать план, чтобы освободить кита. Единственной проблемой было то, что если Джулиан разрежет сеть, которая удерживала касатку на месте, он освободит не только кита, но и 2 тонны рыбы, которые рыбаки уже поймали. Это могло стать огромной потерей для них, так как рыболовство было их единственным источником дохода. Это была огромная жертва. И казалось сначала, что мужчины на борту лодки просто не захотят принимать такое решение, ведь у них на берегу были семьи, о которых нужно было заботиться. К счастью, на этом судне рыбаки верили, что киты приносят удачу, а убийство одного принесет несчастье тем, кто это сделал. Если кто-то убьет странное животное в море, он и его семья будут жить в несчастье. Это послание наших предков, сказал Аншар Ахман, владелец рыболовного судна, когда команда позвонила ему, чтобы спросить, что делать с китом и рыбой. Анша не колебался и сказал людям просто освободить кита. С одной проблемой было покончено, и настало время Джулиану перейти к следующей. Он получил разрешение на спасение кита, но не имел ни малейшего представления о том, как именно он будет разрезать сеть. Джулиан понимал, что касатка напугана, она была в ловушке и не могла выбраться, а незнакомец приближался к ней. Итак, добросердечный дайвер подплыл ближе, и касатка сделала единственное, что могла, чтобы попытаться его отпугнуть. Она начала выпускать пузыри и сдыхала, пытаясь испугать Джулиана и остановить его приближение. Туристы на борту судна были поражены. Ничего подобного они никогда не видели в своей жизни. Но Джулиан не испугался и медленно приблизился к киту, чтобы начать его освобождение. Любящий животных дайвер подплыл к касатке так близко, как только мог, и начал разрезать сеть, которая удерживала ее. Чем больше Джулиан пытался помочь, тем больше касатка пугалась. Если бы он не был осторожен, он мог бы испугать касатку и получить удар одним из ее плавников, что, безусловно, серьезно бы его ранило. Но как же он мог успокоить это огромное животное? Джулиан никогда раньше не делал ничего подобного, но решил довериться своим инстинктам и подплыл к плавнику кита.
Когда он достиг плавника, он сделал самое странное и удивительное. Начал гладить плавник касатки. Это был рискованный шаг, так как один мах плавника животного мог серьезно ранить Джулиана. Однако, к счастью, его план, казалось, сработал, и кит начал успокаиваться. Будто после небольшого успокоения испуганная касатка поняла, что человек пришел, чтобы помочь ей, а не навредить. Когда животное стало гораздо спокойнее, Джулиан и некоторые из его друзей смогли приблизиться к киту, чтобы начать освобождение его из сети. В какой-то момент добросердечный дайвер даже сел на касатку, разрезая ее путы. Но Джулиан понимал, что для полного освобождения животного ему придется сделать что-то опасное. Правильно, даже более опасное, чем сидеть на таком мощном диком животном. Джулиану пришлось погрузиться под касатку, чтобы разрезать последние путы на ее животе. Немедля Джулиан исчез под волнами. Увидев, как человек внезапно исчез, все туристы начали паниковать. Они думали, что дайвера ударил один из плавников кита, и он серьезно пострадал. К счастью, Джулиан знал, что делает, и начал разрезать рыболовную леску вокруг живота касатки. Это была сложная задача, и навыки Джулиана в дайвинге оказались очень полезными, так как ему приходилось задерживать дыхание, избегая плавников кита. Наконец, после нескольких напряженных моментов, Джулиан снова появился на поверхности моря. С огромной улыбкой на лице он освободил кита. Все были поражены смелостью дайвера, который взялся за такую опасную задачу ради кита. Когда Джулиан и его помощники отошли от касатки, все с замиранием сердца ждали, когда животное наконец уплывет. Но несмотря на свободу, касатка не торопилась двигаться. Что же было не так? Неужели Джулиан что-то упустил? Оказалось, что кит просто не осознал, что он свободен. Касатка оставалась неподвижна, и добросердечный дайвер с помощниками поняли, что должны попытаться отогнать животное от лодки, чтобы оно снова не запуталось в сети. Но как это сделать? Ведь они не могли общаться с касаткой. Пока группа пыталась придумать, что же им делать, один из рыбаков предложил план. Он был не особенно техническим. Все, что нужно было сделать, это ткнуть кита большой палкой, чтобы раздразнить его и заставить уплыть. Касатке потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, что происходит, и даже тогда она сразу не двинулась. Это заняло некоторое время, но Джулиан и другие решили не сдаваться и продолжали подталкивать ее палкой, пока она не начала отплывать от края лодки. Когда кит понял, что он больше не в ловушке, он сразу же погрузился в глубины океана. Джулиан и все, кто помогал, были в восторге, видя, как кит уплывает. Все их героические усилия оправдались, и им удалось спасти прекрасное существо, хотя они потеряли 2 тонны рыбы в процессе и могли сами серьезно пострадать. К счастью, никто не пострадал в процессе освобождения кита, и все закончилось хорошо. Как только все благополучно вернулись на берег, один из туристов опубликовал видео в YouTube, которое он снял о спасении. Не прошло много времени, как видео героического спасения стало вирусным, набрав тысячи просмотров и комментариев со всего мира. Многие люди хвалили действия рыбака и дайвера, благодарили их за помощь животному в беде, но не все были столь позитивны. Некоторые люди усомнились в использовании палки для того, чтобы оттолкнуть кита от лодки. Однако спасатели объяснили, что они не профессионалы и сделали все, что могли с имеющимся у них оборудованием. Было ясно, что это были люди, которые заботились о благополучии кита и делали все возможное, чтобы освободить его. Благодаря этим удивительным людям величественная касатка была освобождена и смогла жить, как ей положено. Я могу только надеяться, что в мире найдутся еще такие добрые люди, как Джулиан, и рыбаки, которые готовы помочь тем, кто в беде. Это удивительная история о спасении. Напишите в комментариях, что вы думаете о ней. Если понравилась история, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, выставив все уведомления, чтобы не пропустить новые интересные истории.